Привет! Меня зовут Светлана. Друзья, рада всех приветствовать на заседании нашего светского клуба. На календаре 22 декабря 2023 года. Сегодня в программе. Да-да, будет все согласно традиции, сложившейся на канале. В первой части видео поговорим о вышивке. Вашему вниманию будут представлены две работы: многоцветная картина «Счастливая семья» и оформленный рождественский пинкит «Ночь перед Рождеством». Затем, друзья, во второй части видео мы вновь отправимся в путешествие по страницам истории. Сегодня нас ждет следующая глава «Тайны загадок древнего мира». В прошлом выпуске мы рассмотрели, что когда люди перешли от каменных орудий к металлическим, то новые орудия труда позволили им произвести больше, чем нужно самому себе. Тут же появились и те, кто хотел бы присвоить себе то, что есть у соседа. Теперь было что похищать и что защищать. Тогда люди поняли, что им выгоднее и удобнее жить в городе, под защитой каменных стен, в безопасности от врагов. Так возникли первые города. И глава-то называлась «Иерихон и Чталгуюк». А сегодня, друзья, нас ждут трипольские иерихоны. Одним из главных последствий неолитической революции оказалось начальное освоение металла. Человек открыл и начал обрабатывать медь. Металлическая революция развернулась во всю силу около 7000 лет назад. Новое изобретение начало свой победный путь по миру, обозначив рубеж меднокаменного века. В пору расцвета меднокаменной цивилизации началась эра самых ранних переселений народов. Эти переселения затронули и наши края. Некий загадочный пришлый народ, осев в Поднепровье, 5000 лет назад возвел здесь поразительные иерихоны, города трипольской археологической культуры. Что же за люди их основали? Откуда взялись в наших краях эти таинственные древние умельцы? Как и чем они жили? Эти и другие интересные вопросы нас затронут, да, во второй части видео. А сейчас вышивка. На начало отчетного периода, 2 недели назад, дело было так. Ну вот и взял свое начало заключительный отчетный период. Сейчас я продолжу вышивать выделенную область, на которой должны будут появиться голуби. Сегодня 8 декабря 2023 года. Друзья, поступил вопрос от Оксаны: выхожу ли я за пределы выделенной области? Да, как видите, выхожу. Но, как я говорю, я не злоупотребляю. Да, выхожу. А здесь уже совершенно наглядно видно, где проходит у меня область выделенная и насколько я выхожу за эти пределы. Вот немножко, где-то совсем чуть-чуть, где-то я не выхожу. Здесь достаточно много, почти тарелочка готова. Ну, вот так, по-разному. То есть какой-то системы определенной я не придерживаюсь. У меня ее просто нет. Ну что, друзья, перемещаемся вправо. Друзья, не могу не показать вам, что данная выделенная область будет содержать вот столько вот крестиков одного цвета. Сейчас мы посмотрим. И сколько это крестиков? 1143. Вот так. Это бленд 310 номер и 3371. Вот так. Готов Горацио. И табурет, на котором он восседает, и ноги. Такое ощущение, что он здесь на вышивке в джинсах.
Вот, кормит он голубей. 3 голубя уже видны. И мы идем дальше. И вышивать мы будем, друзья, самую нижнюю часть картины. Ну вот, готов участок. Все закончено, вышито. Участок, я бы сказала, в основном теневой. Голубь готов почти. Должна быть еще здесь головушка его. И все, друзья, переходим к заключительной части. И прощальная заключительная часть должна будет выглядеть вот таким вот образом. Перед нами должен будет появиться голубь. Итак, друзья, перед нами последний символ на этой работе. Состоит он из 686 крестиков. И мы приступаем, конечно же, незамедлительно к вышивке. Ну вот, друзья, вышиваю я. Иду к финишу, и тут случайно ловлю на себе взгляд. Вот, смотрите, как интересно получается. Сейчас, так, где моя ручка? Вот это глаз. Вот голубой глаз. Белый нос. Улыбка до ушей практически. Вот верхняя губа. Растянулась в улыбке нижняя губа. Ну, складки какие-то на лице. Ну вот, не знаю, видите вы или нет. Я вижу. Ой-ой-ой, друзья, сердце выскакивает. Последние крестики на этой работе. Все. Последний символ вышит. И сейчас, друзья, внимание, волнующий момент. Та-дам! Все, готово. Здесь зрители аплодируют, кончили аплодировать. Вот, друзья, замочила я нашу семейку. Статья 193, пункт 2. Вышивку замочила с нашей семейкой. И будет она отмокать до тех пор, пока не отойдет разметка. А вот так моя работа выглядит сегодня. Финиш, друзья. Картина состоит из 104 тысяч крестиков, вышитых нитками ДМС в 2 сложения на конве Аиде 18 каунта фирмы Цвайгард. Работа содержит 195 цветов, из которых 119 бленды. Схему для вышивки разработала компания Golden Kite. Размер схемы 400 на 260 стежков. Уровень сложности 5 из 7 возможных. На создание данной картины, друзья, я посвятила ровно 100 дней. Показания саги. Да, я вышивала по данному электронному приложению. Результатом я очень довольна. Да, есть фрагменты на картине, которые оставляют желать лучшего, на мой взгляд. Это и картина. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. И голуби, которые внизу справа. Голубь, взмахнувший крыльями, конечно, красавец, к нему вопросов нет. Думаю, что это самец, красующийся перед самочкой. И перед ней. Гур-гур-гур-гур. Гур-гур-гур-гур. Гур-гур-гур. Вот это что такое, а? Симптом размножения. Любовь. А вот касаемо самой дамочки, самочки темнисто-серого цвета, чувствуется какая-то недосказанность. То ли она уж больно темниста, то ли не знаю что, но вот как-то она слабо угадывается, как по мне. И от этого мне ее жалко. Птичку жалко. Но в общем, в итоге, мне очень нравится результат. Мне понравилось вышивать маленькие многоцветки. Работа шла быстро и интересно.
картина небольшого размера имеет свои преимущества, которые я для себя открыла. Масса деталей, один персонаж скоро сменяет другого, и отсутствие масштабных утомительных процессов, вышиваемых близкими оттенками, иной раз едва различимыми, да еще и расположенными в разброс единичками и малыми группками. Нет, в этой работе также встречались такие эпизоды. Без них, конечно, никак картина не получится, но они быстротечны в исполнении. Одним словом, я в восторге от малышей-многоцветок. И от результата, и от самого процесса. И да, много места для размещения они не требуют. Вот такие мои впечатления, друзья. А теперь предлагаю перейти к следующей работе. Итак, друзья, вроде бы все готово для сборки пинкипа. Вот сейчас этим я и займусь. Наконец-то мне удалось собрать пинкип, и он перед вами. Таким я его видела. Вначале я думала оформить его шнуром, крученным специально декоративным, темно-синим золотом. Вот, например, как задняя сторона выглядит. Ну, а затем я решила оформить кружевом, так как перед нами спящий ребенок на подушечке. И вот мне захотелось, чтобы в виде подушечки детской такой и выглядел сам пинкип. Мне нравится, чтобы игрушечки были вот такие хорошо набитые. Так что готов еще один праздничный рождественский элемент. Итак, друзья, все достижения обозначены, все продемонстрировано, впечатления озвучены. Вот мы и подошли с вами ко второй части видео. Настраиваемся на нужный лад и отправляемся в путешествие по древнему миру. Трипольские иерихоны. Не все, возможно, знают, что еще в далеком прошлом, около 10 тысяч лет назад, произошла одна из крупнейших в истории всемирных эпохальных революций. Она коснулась всех сторон жизни – социальной, производственной, духовной. Но документов о ней не осталось. Нигде в мире люди еще не знали письменности. Это была революция неолитическая, что в переводе с греческого языка означает «новокаменная». Именно тогда люди, сотни тысяч лет охотившиеся на диких животных, впервые начали их одомашнивать. После бесконечных веков собирания съедобных растений их стали культивировать, разводить возле своих жилищ. О тех временах Редьярд Киплинг написал замечательную сказку про кошку, которая гуляла сама по себе, а потом стала верным другом человеческой семьи. Также в неолите человек придумал первый в своей истории искусственный материал – керамику. Горшки, сделанные из глины с примесью толченых раковин и растений, содействовали резкому изменению диеты. В рационе появились сложные блюда, молочные продукты. Колыбелями неолитической революции стали Западная Азия и Северо-Восточная Африка. Оттуда новые способы хозяйствования быстро распространились по всему Средиземноморью вместе с племенами, подчас переселявшимися на огромные расстояния. Тогда и древнее население нынешней Украины, поначалу Поднестровья и Побужья, освоило мотыжное земледелие, скотоводство. А спустя недолгое время в библейской обетованной земле Палестине выросли каменные стены старейшего из земных городов Иерихона. Одним из главных последствий неолитической революции оказалось начальное освоение металла. Человек открыл и начал обрабатывать медь. Случилось это также в Западной Азии, на территории современной Турции, в исторической области Анатолия. Здесь люди впервые начали собирать медные самородки и выковывать из них
топорики, тесла, шили и многое другое. Металлическая революция развернулась во всю силу около 7000 лет назад. Новое изобретение начало свой победоносный путь по миру, обозначив рубеж халколита или неолита, или же меднокаменного века. Почему меднокаменного? Разве металл не вытеснил другие материалы? Разумеется, нет. Медь оказалась удобной в обращении, ковкой, годной для переплавки, но излишне мягкой. Даже намного позднее, через тысячи лет, когда медную эпоху сменила бронзовая, и люди научились делать твердые сплавы, примешивая к меди мышьяк или олово, даже тогда каменные орудия не вышли из обихода. Наоборот, в эпоху освоения металлов техника обработки камня стала наиболее совершенной. Появились подлинные шедевры, шлифованные с выпуклыми орнаментами, топоры, скипетры и булавы неведомых вождей. Да и обычные орудия и инструменты, наконечники, стрелы, копья, лезвия серпов и другое, стали изящными, тщательно отделанными. В пору расцвета меднокаменной процивилизации началась эра самых ранних переселений народов. Эти переселения затронули и наши края. Некий загадочный пришлый народ, осев в Поднепровье 5000 лет назад, возвел здесь поразительные ерехоны, города трипольской археологической культуры. Правда, стены их строились не из камня, а из глины и дерева. На территории Киевщины и Черкащины археологи открыли остатки высоких 2, а возможно и 3-этажных домов, выстроенных впритык один к другому и расположенных концентрическими кругами или овалами. Эти поселения, именуемые протогородами, занимали не меньшую площадь, чем современные крупные села или райцентры. Что же за люди их основали? Откуда взялись в наших краях эти таинственные древние умельцы? Как и чем они жили? Еще не зная гигантских протогородов, эти вопросы по поводу открытой им новой культуры задавал себе свыше 100 лет тому назад замечательный киевский археолог Викентий Хвойко. К югу от Киева, близ села Триполье, он раскопал остатки сгоревших сооружений, в основе которых лежали мощные глиняные площадки. Там, среди обломков рухнувших стен с отпечатками деревянных конструкций, лежали сотни образцов керамики причудливых форм, сосудов, расписанных затейливыми узорами. Были там и произведения искусства, например, статуэтки женщин с могучими бедрами, восседавших на крохотных креслах. Были каменные, костяные, изредка медные орудия труда и оружие. Первооткрыватель решил, что найденные им площадки погребальные, и вправду среди находок попадались человеческие кости. Но новые поколения ученых доказали, глиняные полы принадлежали большим домам, в которых изредка совершались захоронения. Возможно, под полом хранили останки священных жертв. Образ трипольской культуры, ее багряный глиняный колорит, ее затейливые спиральные орнаменты – все это уникально, как любое самостоятельное археологическое явление. Но вместе с тем Триполье имеет немалое сходство с современными ему культурами других стран. Ведь в эпоху энеолита на громадных просторах Западной Азии и Южной Европы, от Анатолии до Балкан и Карпат, обитали люди, делавшие пусть не совсем такую же, но похожую расписную керамику. Эти племена тоже ваяли статуэтки людей и зверей, подобные трипольским. Разукрашенная керамическая посуда встречается даже в неолитических слоях Китая, определяя облик так называемой культуры Янепао. Правда, там эту посуду лепили древние монголоиды. Появлению великанов протогородов предшествовал так называемый период раннего Триполья, начавшийся около 4000 года до нашей эры. Как же выросли эти мегаполисы? Образ жизни людей тогда был отмечен целым рядом новшеств, поистине революционных прорывов. От бродяжничества и собирательства люди переходили к длительной оседлости. Они впервые основывали долговременные поселения,
строили крепкие жилища, начинали использовать энергию домашних животных. В быту появились первые повозки, еще массивные и неуклюжие, но уже снабженные величайшим человеческим изобретением колесами. При раскопках трипольских памятников находят глиняные модельки вазов с колесиками, рядом с глиняными же макетами домов в 1 или 2 этажа, порой с крошечными печами, предметами мебели и утвари. Теперь, имея тягловую силу быков, запряженных в повозки, люди могли преодолевать большие расстояния в поисках лучших мест. Им нужны были тучные почвы для мотыжного земледелия, пастбища для скота. В поисках своей обетованной земли эти племена не останавливались перед тем, чтобы преодолевать горные хребты и форсировать большие реки. Они медленно, но уверенно покоряли обширные пространства восточноевропейской равнины, богатые черноземными степями и плодородными поймами рек. Предки трипольцев не слишком углублялись в леса. Там еще жили племена неолита. Будущие градостроители пришли на земли нынешней Украины из-за реки Прут и Закарпатских гор. Их родина – Нижнее Подунавье, территория современной Румынии. Там культуру, во всем аналогичную трипольской, называют кукутень. Она возникла несколько раньше, чем самая древняя Триполи или Триполье-А. Кукутенцы еще не знали коней. Их повозки, волокуши и сани передвигались только с помощью бычьих сил. Древнейшие трипольцы поначалу заселили только край между Карпатами и Южным Бугом, вероятно, поглотив и растворив в себе местное население неолитической бугоднестровской культуры. Раннетрипольские поселки еще небольшие, их площадь не превышает 1–1,5 гектаров. Дома одноэтажные, с глиняными стенами и двускатными крышами, углубленные в землю или построенные на ее поверхности. Однако уже тогда появились круговые улицы. Зачем? Из религиозных культовых соображений? Для защиты от возможных врагов? Для неизвестных нам общественных или хозяйственных нужд? Пока это остается тайной. Мотыжная агротехника была достаточно примитивной. Участки земли быстро истощались, а население росло быстрее, чем в эпоху странствий. Трипольцы были вынуждены расселяться, уходить в поисках новых угодий к верховьям Днестра и на Поднепровье. Наступало иное время, известное археологам как Триполье-Б. В условиях растущего многолюдия наряду с малыми поселками стали возникать и более крупные, от 4 до 10 гектаров. Дома строились все еще одноэтажные, но уже более просторные, многокомнатные для больших семей. Круглая планировка селений стала общепринятой. Очевидно, в пору переселений трипольцам начали угрожать враги, и некоторые новые города были окружены валами и рвами. Трипольцы Б уже лепили и обжигали красивую расписную посуду. На ней были орнаменты из желобков, заполненных органическими красками. Но эта керамика еще не достигла совершенства более поздней. До расцвета культуры, как и до сооружения мегаполисов, оставалось почти 1000 лет. Возможно, трипольцы А знали не только каменные серпы и мотыги, но и примитивную саху. У трипольцев Б находим и саху, и мастерские гончаров со специальными двухъярусными горнами для обжига посуды. Вероятно, они уже обрабатывали медь способом холодной или горячей ковки. Но настоящая металлургия, литейные мастерские появились лишь на этапе Трипольского возрождения, в эпоху Триполья С1, начало 3-го тысячелетия до нашей эры. Например, у села Карбуны в Молдавии был найден великолепный клад той поры, в котором насчитывалось 444 медных предмета. Высокое Триполье использовало уже и сплавы меди с серебром. Очевидно, вся жизнь трипольцев проходила в строгих и сложных ритуалах. Каждый дом был храмом,
где стояли алтари со статуэтками крутобедрых богинь, предшественниц Великой Матери античного мира. Надо полагать, что и маленькие глиняные животные служили не детскими игрушками, а идолами. Особенно много лепили изображений быков и коров. Быки есть и на рисунках, украшающих сосуды, рядом с символами земли и небесных светил. Сильное, выносливое животное, решительно изменившее быт трипольцев, поразило их воображение и оттого попало в боги. Вспоминаются еще и египетский священный бык Апис и Минотавр на Карите. Земля питала и тела трипольцев, и их полудетскую фантазию. Любой самый сложный орнамент на их сосудах сводится к символам культа плодородия, прямым и косым черточкам падающего дождя, хороводу солнц и лун, календарю пахаря и жнеца, к расчерченной сетке бород, к извивам священных змей, которые, как и в иных ранних цивилизациях, вплоть до китайской, воплощали животворную стихию воды. Сама форма горшков достаточно многозначна. Их плавно расширяющаяся округлость вполне подобна животу и бедрам дородных трипольских богинь. На бока посуды налеплены женские груди. Найдены общественные святилища, храмы. Так в южнобукском поселении Саботиновка исследовано здание с жертвенником, женскими статуэтками на тронах в виде быков, с креслом для жреца или, скорее, жрицы. Культ плодородия больше выделяет женское начало. В образном мировосприятии трипольцев оплодотворение женщины равнялось посеву на поле. Богиня отождествлялась с кормилицей Нивой. Недаром к глине для статуэток примешивали зерна злаков. Женщина в пору энеолита, вероятно, возглавляла семью и дом. Родство считалось по материнской линии. Вполне возможно, что тогда в наших краях происходил один из первых демографических взрывов. Археологам известны остатки тысяч больших и малых поселений той поры на просторах от Румынии до Центральной Украины. Населенных пунктов было, пожалуй, больше, чем теперь, а плотность населения немногим уступала нынешней. Ясно, что трипольцы стояли на пороге создания своеобразной и сильной городской цивилизации. Ничего удивительного в этом нет, ведь современниками развитого Триполья были великие цивилизации Ближнего Востока, древнейшие государства планеты Шумер и Египет, сложившиеся именно в энеолите, на благодатных почвах Междуречия и Нильской долины. Огромную область трипольской культуры, конечно, нельзя считать государством или группой государств. Между Дунаем и Днепром археологи выделяют ряд зон, отличающихся по многим признакам. Но нигде нет письменности, обычной для этапа цивилизации. Нет столь же присущего государствам патриархата, культа мужчины, бога и царя. Ранее державы Востока были военизированными. Трипольское же общество выглядит довольно мирным. И религия его, судя по всему, была миролюбивой, с культом женственности, природы и красоты. Одной из главных загадок городского Триполья является отсутствие кладбищ. Известны только отдельные погребения под полами жилых домов или в ямах на территории поселков, вероятно, необычного ритуального характера. Они не дают той статистики смертей, которая всегда присуща любым населенным пунктам. Однажды при раскопках был обнаружен громадный сосуд для сожжения тел умерших. Не от него ли тянется ниточка к раскрытию загадки? Возможно, трипольцы сжигали своих покойников, но пепел не закапывали, а рассеивали по земле. Огонь, безусловно, был для них священен. Почитание огня хорошо видно и в узорах на керамике, и, главное, в судьбе протогородов. По заключению специалистов, все мегаполисы выгорали, но не во время вражеских нашествий и не от досадных случайностей, а намеренно. Уходя, обитатели сами сжигали свой дом со всем скарбом. А уходили трипольцы достаточно регулярно. Приблизительно
Каждые 50 лет они покидали селение, оставив в домах некоторую часть утвари, возможно, в качестве жертвы богам или духам. Принося в жертву сжигаемый город, они одновременно пеплом удобряли землю, пытались возместить Великой Матери ущерб, нанесенный за полсотни лет костяными копалками. А потом откачевывали подальше, на свежие пахотные грунты и пастбища, и там возводили новый протогород. Почему? Трипольское общество поедало само себя, истощая пахотные земли и луга для пастбищ. За Днепр они по каким-то причинам не выдвинулись, возможно, из-за сильных врагов. В конце концов, природная среда вокруг мегаполиса была безнадежно разрушена. И великолепный этап Триполья С1 высокого возрождения, эра протогородов, бесславно закончились, перейдя в период медленного угасания в печальную эпоху Триполья С2. Поздние трипольцы, обитавшие около 2500 года до нашей эры, в чем-то возродили традиции своих далеких предков, живших за 15 веков до них. Они снова строят небольшие поселки с тесными углубленными жилищами, а при селениях появляются обычные кладбища. Иногда умерших хоронили в могилах, а иногда сжигали и сохраняли прах в урнах. Правда, надо отдать справедливость этим скромным потомкам великих предков. Они уже учились выплавлять бронзу. Заканчивался халколит и неолит, неотвратимо наступала эпоха бронзы. И все же блеск и слава былого исчезли окончательно. Теперь у трипольцев появились сильные, недоброжелательные соседи. Из Азии в южные степи Причерноморья пришли кочевники, оставившие археологам свои погребения в ямах под курганами. Их называют представителями ямной культуры. Воинственные пастухи вытеснили мирных земледельцев. Трипольцам оставалось только уйти в небытие, почти 5000-летнее, пока не вонзились в грунт лопаты экспедиции Хвойки. К какому же этносу относились? На каком языке говорили эти таинственные люди, создавшие цивилизацию, прожившую 1500 лет? Единого мнения нет. Большинство исследователей полагают, что трипольские просторы были заселены выходцами из Средиземноморья, вероятно, ранними индоевропейцами. Реконструкции внешности трипольцев, сделанные по черепам из позднего захоронения, показали, что некоторые мужчины принадлежали к средиземноморскому типу, а женщины – к восточноевропейскому. Великие человеческие общности, такие как трипольская и более поздняя индоевропейская, складывались не на основе родства этнического, а благодаря близости уклада, обычаев, образа жизни разных племен. Но это уже исторические времена. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, если вам было интересно. На сегодня у меня все. Всего вам доброго. Пока-пока.